Кинематограф всегда был источником удивления, вдохновения и восхищения для миллионов зрителей по всему миру. Каждый год Голливуд радует нас разнообразными фильмами, и 2023 не стал исключением. Этот год предоставил уникальную возможность погрузиться в удивительные истории, поражающие своей креативностью и размахом, отправиться в путешествие сквозь множество миров и пережить богатую гамму эмоций. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern, и в сегодняшнем выпуске у меня для вас 10 самых кассовых фильмов этого года. Располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Человек-муравей и оса Квантомания». Это третий фильм франшизы «Человек-муравей» и первый фильм пятой фазы киновселенной Марвел. В центре сюжета Скотт Лэнг и Хоп Ван Дайн, которые живут в гармонии после событий фильма «Мстители. Финал». Но спокойствие нарушается, когда дочь Скотта Кэсси случайно включает устройство, которое переносит ее и родителей Хоп в квантовую сферу, субатомный мир, где время и пространство не подчиняются привычным законам. Там они сталкиваются с Кангом-завоевателем, таинственным злодеем, который связан с Джанет и хочет захватить вселенную. Скотт и Хоп должны объединиться со своей семьей и новыми друзьями, чтобы остановить Канга и вернуться домой. Фильм получил смешанные отзывы критиков и зрителей. Они похвалили игру актеров, особенно Пола Радда и Эванжелин Лили, а также музыку Кристофа Бека. Однако многие считают, что фильму не хватает юмора и шарма, которые были характерны для предыдущих фильмов о Человеке-муравье, а сюжет был слишком сложным и запутанным. Некоторые также остались недовольны визуальными эффектами, но это уже, на мой взгляд, напрямую связано с тем, что при съемках злоупотребляли технологией Stagecraft, которая позволяет создавать виртуальные декорации на основе светодиодных экранов. В прокате фильм также не показал особенных результатов. При бюджете в 200 миллионов заработал всего около 460 по всему миру и стал одним из самых нерентабельных фильмов Marvel. Несмотря на это, он представил интересного злодея Канга, который будет играть важную роль в будущих проектах Marvel, а также открывает новые возможности для исследования мультивселенной в новой фазе MCU. «Элементарно» — анимационный фильм, который рассказывает о любви двух молодых элементов, Эмбер и Уэйда, созданных из огня и воды соответственно. Они живут в городе элементов, где жители огня, воды, земли и воздуха разделены по кварталам и имеют свои особенности и традиции. Когда они случайно встречаются в магазине «Камин», между ними возникает неожиданная искра, но их роман не одобряют родные, друзья и общество. Фильм является аллегорией на темы иммиграции, культурного разнообразия, гармонии и самоидентификации, которые близки режиссеру Питеру Сону, сыну корейских иммигрантов, выросшему в Нью-Йорке 70-х годов. «Элементарно» не смог завоевать достойное место в прокате, сильно уступив «Флэшу», но благодаря отличным отзывам критиков и зрителей, а также сарафанному радио, он стал спящим хитом и собрал по всему миру более 480 миллионов долларов, став самым кассовым оригинальным анимационным фильмом за последние 6 лет. Критики хвалят его за теплый и добрый посыл, потрясающие визуальные эффекты и увлекательный сюжет. Зрители наслаждаются прекрасной анимацией и милой романтикой. «Элементарно» — это фильм, который не оставит равнодушным никого, кто любит качественную и красочную анимацию с глубоким смыслом. Он показывает, что любовь и гармония возможны в мире, который часто кажется разделенным. «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». Седьмая часть франшизы «Миссия невыполнима» и первый эпизод двухсерийного финала. В центре Итан Хант и его команда, которые пытаются не допустить, чтобы искусственный интеллект Entity попал в руки злодеев. Это мощнейшее оружие, способное управлять любыми электронными устройствами и даже запускать ядерные ракеты. Для его активации нужен крестообразный ключ, состоящий из двух частей, спрятанных в разных уголках планеты. Ханту и его команде приходится сражаться с таинственным противником, который хочет использовать весь потенциал оружия. Увы, фильм не оправдал ожиданий на кассе, собрав всего 560 миллионов долларов при бюджете в 291. Одной из причин этого стала сильная конкуренция со стороны феномена Барби-геймера, когда зрители предпочитали смотреть двойную программу из Барби Греты Гервиг и фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». «Миссия невыполнима» получила хорошие отзывы от критиков, которые отметили динамичность, юмор и актуальность. Зрителям также понравился фильм за впечатляющую визуальную составляющую. Том Круз вновь продемонстрировал свою преданность франшизе, выполняя свои трюки самостоятельно. К тому же в фильме собран отличный актерский ансамбль, включающий как новых, так и знакомых персонажей. «Русалочка» — живая экранизация классического мультфильма Дисней 1989 года, снятая по сказке Ганса Христиана Андерсена. В центре сюжета Ариэль, принцесса-русалка, которая тянется к миру людей, влюбляется в принца Эрика, спасенного ею от гибели на море. Чтобы быть с ним, она обращается к злой морской ведьме Урсуле, которая дает ей человеческие ноги взамен на ее прекрасный голос. Но Урсула действует нечестно и намерена захватить трон короля Тритона, отца Ариэль и владыки Атлантиды. Фильм вышел в прокат 26 мая и получил разные реакции от критиков и публики. С одной стороны, фильм похвалили за игру Бейли в роли Ариэль, за музыку и за разноплановый состав актеров. С другой, он был осужден за недостаток оригинальности и за изменения в сравнении с оригинальным мультфильмом и сказкой. Заработал более 560 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 250, став одним из самых кассовых фильмов 2023 года, но также одним из наименее прибыльных ремейков Дисней. Если вы любите оригинальный мультфильм или сказку, то он может вам понравиться за его ностальгическую атмосферу и очарование.
Человек-паук. Паутина вселенных. Продолжение скороносного анимационного фильма «Через вселенные». В первой части мы узнали историю Майлза Моралеса, который стал Человеком-пауком в своей вселенной. Во второй он снова встречается с Гвен Стейси, и вместе они отправляются в удивительное путешествие по мультивселенной. По дороге они встретят других людей-пауков, направляемых Мигелем Охарой. Им предстоит сразиться с новым злодеем по имени Пятно, который может открывать порталы в любое время и место и угрожает разрушить самую реальность. Фильм является потрясающим зрелищем. Каждая вселенная имеет свой уникальный стиль анимации, отсылки к комиксам. Также поражает своим сюжетом, боевыми сценами, озвучкой и юмором. Он стал одним из самых кассовых в 2023 году, собрав более $689 миллионов по всему миру. Также получил высокие оценки от критиков и зрителей за свою стилизованную анимацию, сюжет, боевые эпизоды, озвучку и сценарий. «Форсаж» — 10-я и предпоследняя часть знаменитой саги, которая с 2001 года увлекает зрителей захватывающими гонками, боевыми сценами и семейными ценностями. В этом фильме Дом Торетто и его команда вступают в конфликт с новым противником из своего прошлого — Данте Рейсом, сыном наркобарона, которого они убили 12 лет назад в Рио-де-Жанейро. Данте — безжалостный и мстительный злодей, который хочет отомстить дому за смерть отца и лишение богатства. У него есть доступ к самым современным технологиям и оружию, и он готов на все, чтобы разрушить семью дома и все, что ему дорого. К удивлению многих, «Форсаж 10» стал одним из самых кассовых фильмов года, собрав по всему миру более $700 миллионов. Однако он получил смешанные отзывы от критиков и публики, которые радовались экшн-сценам и игрой актеров, но неодобрительно относились к сюжету, длительности и невероятной нереалистичности. «Форсаж 10» — это фильм для тех, кто любит франшизу и хочет насладиться еще одной порцией безумных приключений. «Стражи Галактики. Часть 3» — финальная часть космической саги о самой необычной семье Марвел. Стражи Галактики отправляются на поиски спасения для ракеты, которого любой ценой намерен заполучить его создатель, высший эволюционер. Он хочет провести над ним страшные эксперименты во имя своих амбиций. На своем пути стражи встречают новых друзей и старых врагов и узнают шокирующие тайны своего прошлого. Фильм не боится затрагивать темные стороны жизни, евгеника, вивисекция, травмы, но при этом сохраняет юмор и драйв, за который мы все так полюбили эту серию. Фильм поражает своей визуальной красотой, отличной музыкой и захватывающей сюжетной линией. Он стал одним из самых кассовых в истории кинематографа, собрав более $845 миллионов по всему миру. Критики и зрители были в восторге от фильма, отмечая его комедийный, драматический баланс, глубину персонажей и эмоциональный эффект. И это достойное завершение трилогии, которая началась в 2014. «Оппенгеймер» — биографическая драма Кристофера Нолана, в которой Киллиан Мёрфи сыграл роль Роберта Оппенгеймера, американского физика, возглавившего разработку атомной бомбы во время Второй мировой войны. Фильм основан на книге «Американский Прометей» Кая Берда и Мартина Шервина и рассказывает о жизни Оппенгеймера от его ранних успехов как блестящего ученого и левого активиста до его поздних лет, когда он стал противоречивой и неоднозначной фигурой эпохи Холодной войны. Особое внимание уделено участию в Манхэттенском проекте, секретной программе создания первого ядерного оружия. Фильм — впечатляющий кинематографическое произведение, демонстрирующее талант Нолана в области сюжета, визуальных и звуковых эффектов, а также эмоциональную музыку Людвига Йорнсона, подчеркивающую драматизм фильма. «Оппенгеймер» получил одобрение критиков и стал коммерческим хитом, став самым кассовым биографическим фильмом в истории кино, превзойдя по сборам «Богемскую рапсодию». Критики высоко оценили достоверность фильма, глубокое изображение личности Оппенгеймера и анализ моральных и политических последствий использования ядерного оружия. Зрители также отреагировали на фильм положительно, поставив ему высокую оценку на IMDb и A на CinemaScore. «Братья Супер Марио в кино». Этот фильм — экранизация знаменитой игровой серии Nintendo, в которой рассказывается о приключениях братьев Марио и Луиджи, водопроводчиков из Бруклина. Однажды, выполняя работу, они оказываются в подземном мире, где им предстоит спасти принцессу Пич от злого Боузера, который хочет захватить Грибное королевство. Фильм выполнен в жанре компьютерной анимации с элементами комедии и фэнтези, а в озвучке героев приняли участие известные актеры. Он стал одним из самых успешных в истории кино, собрав свыше $1 миллиарда 360 миллионов США по всему миру, став вторым по кассовым сбором в 2023 году, третьим по кассовым сборам анимационным фильмом, самым кассовым фильмом, снятым по мотивам видеоигры, и 16-м по кассовым сборам за всю историю кинематографа. К тому же у него был самый лучший стартовый уикенд для анимационного фильма. «Братья Супер Марио в кино» вызвали разные отзывы. Кому-то он понравился яркостью и юмором, кому-то показался недостаточно верным оригиналу, но нельзя отрицать, что это один из самых обсуждаемых фильмов 2023-го.
«Барби» – комедийный фильм, в котором Марго Робби играет роль культовой куклы, живущей в идеальном мире розового цвета и пластика. Режиссером выступила Грета Гервиг, а сценарий написали она же и Ноа Баумбах. Упрощенно сюжет фильма заключается в том, что Барби начинает чувствовать себя несчастной и сомневаться в своем существовании, когда узнает, что за ее жизнью стоит подросток, который играет с ней по своему усмотрению. Чтобы исправить ситуацию, она отправляется в путешествие в реальный мир на поиски девочки и своего места в жизни. Фильм является ослепительной демонстрацией цвета, костюмов и креативности. Гервиг и Баумбах ловко разрушают стереотипы и ожидания, связанные с Барби, и одновременно отмечают ее роль как культовой иконы и источника вдохновения для многих девочек. Робби и Гослинг уморительны и обаятельны в роли наивного и оптимистичного дуэта, который учится принимать свои недостатки и находить истинное «я». Фильм пользуется огромным успехом в прокате, уже собрав по всему миру более 1 миллиарда и 400 миллионов долларов, став самым кассовым фильмом этого года. Фильм также получил признание критиков, заслужив 88% на томатах и средний балл 8 из 10 на IMDb. Критики высоко оценили юмор, сердце и смысл фильма, а также режиссуру Гервиг и игру Робби. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео со своими друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!